коррупция присутствует в крюинговых агентствах? Можешь сказать, какая средняя вилка зарплат у работников офиса? Зарплаты стартуют от... Чтобы был какой-то минимальный процент экипажа женщин. То есть это то, что мы видим. Возьму 1 месяц оклада, 2 месяца оклада, возьму там за медкомиссию, вот в этом. Да, это они. Некоторые родители кадетов говорят, давайте мы заплатим, чтобы взяли в рейс. Я говорю, вы не в ту компанию хотите попасть за деньги. Моряки зарабатывают миллионы долларов. Привет, Дип. Здравствуйте. Здорово. Представься, пожалуйста, как тебя зовут, сколько тебе лет, что заканчивал? Зовут меня Дмитрий, мне 22 года. Сейчас я работаю в должности третьего помощника капитана на борту CMA CGM Norma. На данный момент у меня 2 морских образования. По первому я электромеханик, по второму, как могли уже догадаться, я судоводитель. Заканчивал я 2 раза морской колледж технического флота. И на данный момент в планах у меня поступление в высшее учебное заведение, получение диплома бакалавра судовождения. Ты интересная личность, потому что я знаю, что до того, как ты пошел работать в море, ты долго работал, относительно долго, недолго, может быть, даже по офисным меркам, ты работал в офисе, в крюинге. Почему ты выбрал все-таки море, а не остался в офисе? Тут стоит внести небольшую коррективу. Начал работать я в офисе после того, как уже имел опыт. Я сделал 1 контракт электрокадетом, и далее у меня следовал небольшой перерыв в морской карьере. Вынужденно я должен был оставаться на берегу, нужна была работа, но менять сильно свой фокус с морской тематики не хотелось, и я начал искать то, чем я могу заниматься, какая работа может быть так или иначе связана с морем, как я могу применить свой опыт работы на борту. Спустя выбора кучи вариантов, мне понравился крюинг. Понравился он тем, во-первых, что это перспективно, во-вторых, что там я могу применить уже имеющийся опыт, могу применить те знания, умения, которые у меня есть, и чему-то научиться. В общем, ты решил остаться просто в индустрии, да, ничего, не менять особо направление, а решил остаться в морской индустрии, поэтому решил, что нужно временно какую-то работу найти. Да, в основном это так. Пока не пошел в море. Но, насколько мне известно, ты работал в крюинге, который называется CMA CGM. Или помимо него тут у тебя еще какие-то были другой опыт? Да, помимо CMA я работал еще в другом крюинге. Не говорить не буду. Ты нам сказал, что работаешь третьим помощником на борту вот этого суда. Да. Какие у тебя твои непосредственные обязанности в соответствии с твоей должностью на борту? Я работаю третьим помощником, но с поправкой на то, что я админ. У нас на борту 2 третьих помощника, один отвечает за safety, второй за административную работу. А основной мой вектор занятости – это бумажная работа, подготовка приходных документов, создание и распространение постинга по пароходу, а также оформление новоприбывших членов экипажа. Ну и помимо этого, естественно, грузовые вахты, ходовые вахты. Да, все обычные обязанности помощника. Почему все-таки ты решил стать штурманом, а не оставаться в электромеханической теме? Тут тоже стоит обратиться к моменту из прошлого. В то время, когда я поступал, на тот момент мне было всего 15 лет. Я поступал после 9 класса в колледж. Представления в целом о море у меня не было. Как направление я выбрал, потому что это, во-первых, финансово прибыльно, во-вторых, перспективно, а в-третьих, какая-никакая морская романтика, по крайней мере, в представлении 15-летнего парня присутствует. Ну, это разве что в представлениях 15-летнего парня морская романтика присутствует. Потому что один из самых таких странных вопросов для моряка: ты что, пошел в море за морской романтикой? Ты, я так понимаю, выбрал такое направление электромеханическое, потому что тебе было сначала, во-первых, интересно, а во-вторых, все-таки какие-никакие деньги в море можно, не то, что какие-никакие, а для молодого парня нормальных денег можно заработать. Скажем так, я в момент поступления подавал свои документы на несколько факультетов. Более того, я прошел в том числе и на судоводительское отделение, и на электромеханическое. Но электромеханическое это была бюджетная форма обучения. Плюс, знаете, тут родители посоветовались со знакомыми, подсказали, что в случае, если море по каким-то причинам не подойдет, я смогу легко устроиться на берегу. Но, как показывает практика, и судоводитель может устроиться на берегу. Да, не менее удачно. Есть такая легенда, что механик, даже если он потеряет работу в море или передумает там работать, то он всегда может встроиться механиком где-то на переплыве. По факту я ни одного механика такого не знаю, в том числе мой отец. У меня и отец, и деда, и механик.
второй дед капитан. Но ни одного механика я не знаю, который смог устроиться потом на берегу, потому что просто это совсем другая специфика. Знаю вот, кстати, нескольких электромехаников, которые в период даже, когда начался ковид, они не могли вылетать на контракты, но могли зарабатывать даже просто установкой кондиционеров каких-то там, ну, на берегу что-то они там делали, находили работу, если им позволяла возможность выйти из дома. А штурмана, кстати, очень часто переходят работать в офисы, в те же крюинги, в те же офисы к судовладельцам. И у нас в еженедельной нашей CMA газете постоянно можно встретить, что требуются вакансии, которые раз в неделю вы получаете. И там очень много вакансий для именно судоводителей. Есть, как и для механиков, суперинтенданты и так далее. Молодым морякам, да, за сколько нужно приходить на вахту, чтобы привести себя в чувство перед тем, как ее принять. Потому что некоторые приходят за 1 минуту и уходят через 1 минуту. Вот как у тебя с этим? Согласно нашим компанейским правилам, за 15 минут минимум нужно прибыть на вахту. По себе могу сказать, не всегда так рано можно приходить. Если навигационная обстановка позволяет, если это переход в открытом океане, нету никакого трафика, будет достаточно прийти за 10 минут. Хорошей практикой будет не приходить за 1 минуту, поскольку человек, который находится на мосту, который вам будет сдавать вахту, ему тоже нужно подготовить репорты, ему нужно поставить точку. То есть было бы лучше, если бы вы уже пришли, кто-то присутствовал, он спокойно вам пересдался, вовремя заполнил необходимые бумаги, формы и также вовремя ушел с моста. Если навигационная обстановка довольно сложная, плотный трафик, то действительно можно прийти за 15 минут, за 20. Посмотреть тем, как развивается ситуация, какие действия предпринимает помощник, который находится сейчас на вахте. Возможно, ему нужен дополнительный лукаут или просто какая-то помощь. Да, такое тоже может быть. Если вы придете заранее, это будет только плюсы. Да и привыкнуть к навигационной обстановке тоже нужно, особенно если это ночное время суток, как минимум, чтобы глаза привыкли к темноте. Ты работаешь с документами на приход, pre-arrival документы, да, которые вы должны подать до того, как судно зайдет в порт. Вот исходя из твоего опыта, ты не так долго работаешь, всего несколько месяцев. Вот из тех портов, на которые ты готовишь документы, какой такой самый дотошный порт, у которого больше всего документов, и который постоянно вот что-то им не подводит и так далее. Мы работаем на линии, да, мы работали и в Штатах, сейчас мы работаем в Азии, много портов, мы работали на Канаду, и, не были в Европе и в Африке, да, и в Южной Америке. Вот какой такой самый дотошный порт? Самая дотошная группа портов находится в Китае. От порта к порту разнится количество документов и локальные требования, но могу выделить, что Шанхай требует всегда больше всего, больше уточняющих деталей и зачастую спрашивают такую информацию, которую даже не знаешь, куда они будут применять, как, например, из недавнего длина мостика, то есть не в ширину от крыла до крыла, а вот просто длина мостика от условно одной переборки до люмиков. Я помню, был даже такой пункт, по-моему, тоже в Шанхае, что нужно обеспечить достаточную вентиляцию для лоцмана. Да. Как раз оттуда. Такое очень часто бывает в Персидском заливе, что обеспечьте комфортную температуру кондиционерами. Здесь вот достаточную вентиляцию. Но это, кстати, пошло с ковидных времен. Тогда начали появляться вот эти требования, чтобы была достаточная вентиляция, чтобы все продувалось. Какие у тебя есть увлечения на берегу? Чем ты интересуешься? Может, какое-то хобби, чем-то занимаешься, что-то коллекционируешь? Я активно увлекаюсь современной культурой. Музыка, мода, сам я коллекционирую кроссовки. Помимо этого, я большой фанат футбола, смотрю, сам играю. И в целом свободное время стараюсь проводить активно. Из такого, что в ближайшее время я планирую освоить, попробовать, это сноуборд. Зимние виды спорта мне откликаются. А что не лыжи? Не знаю, сноуборд как поинтереснее, более молодежно, современнее, не знаю. Но чувак на сноуборде смотрится, на мой взгляд, немного агрессивнее, чем чувак на лыжах. Но лыжи, они более универсальные. А ты, кстати, играешь в компьютер? Нет, в компьютер не играю, играю в симуляторы на PlayStation, UFC, FIFA. А то, что у нас вот этот гоночный... Пробовал, честно, не зашло. Вот я не автолюбитель пока что. В планах сдача на права, покупка автомобилей. Ты работал в CMA CGM, да? Да. Работал в другой компании. Да. То есть CMA CGM — это прямое представительство судовладельца в Украине было, да? Ну, есть в Хорватии, в Румынии, во многих странах. Есть
крюинги, которые работают самостоятельно, они просто набирают моряков для какого-то судовладельца, да? То есть у них есть какой-то контракт, они получают запрос или сами отправляют. Вот у нас есть такой человек, он готов. Есть ли там вот между ними какая-то разница в зарплате? Обычно представительство считается более лучшим вариантом для работы, как для моряка, так и для работника офиса, поскольку там выше стандарты, там лучшие условия, вы можете рассчитывать на какие-то бонусы в течение года, на более длительные отпуска, те же страховки, все это присутствует. Как правило, крюинговые агентства, которые занимаются исключительно наймом и передачей персонала овнерам, они не платят столько денег. Но и возникает тогда логический вопрос, исходя из всего этого. Дочерние компании, прямые представительства, независимые, коррупция присутствует в крюинговых агентствах. С теми, в которых работал конкретно я с коррупцией не сталкивался. Естественно. Кто-то признается. Я тоже никогда не сталкивался с коррупцией. Ну хорошо, если просто учитывать вероятность, то где будет больше коррупционной составляющей? Дочерней компании или в независимой? Если говорить о коррупции в крюинговых компаниях, более часто это можно встретить непосредственно в крюингах, чем в представительствах. Поскольку система работы в крюингах заключается на комиссионных, когда с моряка за уход требуются деньги, и основной доход большинства таких недобросовестных компаний идет именно от этого. То есть это вот это то, что мы видим. Возьму 1 месяц оклада, 2 месяца оклада, возьму там за медкомиссию, вот в этом. Да, это именно. Окей, но есть еще такая составляющая, по крайней мере, так говорят, такие слухи присутствуют, что вот эти компании, которые работают самостоятельно, они получают агентские от судовладельца. Это так вот? Да, действительно, это так. Судовладелец. Это официально. Это официальная зарплата, которая идет как и топам, которые находятся внутри крюинга, так и работникам. Но помимо этого есть так называемый левак, когда само крюинговое агентство в обход овнеров берет за уход с людей деньги. То есть мало того, что они получают с овнера деньги, они еще и получают, ну, так скажем, неофициально. Да, неофициально. Хорошо, а агентские вот эти вот именно официальные, они в прямых представительствах есть или там чисто зарплата от овнера и все? Нет, там исключительно зарплата от овнера, все это бонус может быть еще, ну вот как у нас новогодний там. Да, в таком плане. Новогодний бонус возможен на день рождения, весенний бонус, это в зависимости от компании. А есть посеиваете. Да, сеньоринг. Естественно, слугу лет там начисляют. Да, это называется немножко по-другому. Расчет зарплат с каждым годом вам начисляют какой-то дополнительный процент с того, что вы остаетесь в компании, к ней лояльны. И продолжаете там работать. Типа, да, уже так сказать. Для тех, кто не знает, что такое seniority и loyalty, вам каждый год здесь в компании, если ты остаешься еще на год, на следующий, начисляют определенный бонус к зарплате к ежемесячной. В нашем случае это составляет 1% в год. То есть, если ты отработал 10 лет в компании, то 10% у тебя плюс к зарплате будут, помимо того, что она периодически там незначительно повышается. Вот это называется seniority. На берегу это называется loyalty. Я вот работал в немецкой компании, там loyalty был единовременно. То есть тебе единовременно его заплатили и все. И еще бывают и бонусы, как и Джои, ты же знаешь, когда переподписываешь контракт просто. Ты сам по себе много проводишь времени без присутствия начальства. Да, предоставлен сам себе. Но по-любому же какие-то косяки были, о которых ты не рассказал страховому или капиталу. Скажем так, возможно, они были настолько незначительные, что у меня получилось их устранить самому. Как бы я понимаю всю ответственность, и если это что-то реально серьезное, что может угрожать безопасности навигации или жизни на борту, ну, я сообщу. Как бы, ну, вы знаете сами по мне, я не стесняюсь позвонить, спросить совета. А насколько легко было заработать промоушен, в принципе? Потому что это же не за один контракт зарабатывать. У тебя как минимум 2 контракта в системе продвижения, повышения в компании Messenger. Как минимум 2 контракта ты работал кадетом. Насколько легко было вообще заработать промоушен? Есть какие-то там, может, специальные программы, нужно что-то закончить, что-то сдать? Вот насколько для тебя это было легко? Если говорить про компанию, в которой мы работаем, есть обязательная кадетская программа, которая включает в себе как получение промоушена за какие-то теоретические, практические знания, так и сдачу ряда вопросов, которые непосредственно касаются работы на борту по системе SIGAL.
С каких капитанов нужно получить промоушен, чтобы тебя повысить? Насколько я знаю, достаточно двух позитивных характеристик с промоушеном, но от двух разных капитанов и на двух разных пароходов. К слову, у меня в сумме 5 промоушенов получилось. Как вот у тебя сложилось мнение, да, ты до того, как пришел, ну, реально работать на борт судна, ты же, ну, как-то смотрел фильмы, смотрел какие-то передачи, тебе что-то друзья рассказывали, которые якобы опытные моряки, возможно, опытные. Вот ожидание и реальность. Что для тебя было ожиданием и какова на самом деле реальность? Знаешь, как есть в Инстаграме эти видео, ожидания, да, вот типа такого. Первое, что разбивает представление неподготовленного человека о море, это то, что если моряк посетил кучу портов, соответственно, он много путешествовал. На самом деле это не так. Мой первый контракт был 6,5 месяцев, у меня не было ни одного шерлива. Да, я не спорю, я был как и в Европе, так и в Африке, в Южной и Северной Америке, в Азии, но при этом все, что я видел, это просто терминал. В город не получалось выйти. Как бы тут мы приезжаем больше работать. Путешествие — это приятный бонус, и даже не сказать это путешествием, это скорее прогулка непродолжительная, особенно когда ты работаешь вахтенным методом, у тебя буквально от 3 до 5 часов свободного времени. То есть однозначно это не путешествие, скажем так, бывают поблажки в виде выхода в город, каких-то новых эмоций, возможно, приятных покупок и новых знакомств, но это более исключение, чем закономерность. Давай вернемся немножко к офисной работе, потому что это для многих будет интересно. Мало людей об этом рассказывают, тем более те, которые работают на борту. Обычно люди, ну, офисные, они работают в офисе, и редко встретишь, когда человека с опытом работает в офисе на борту. Можешь сказать, какая средняя вилка зарплат у работников офиса? Вот, скажем, мы не берем топов, которые руководители офиса, там какие-то региональные директоры, а вот на что человек может рассчитывать, придя просто работать крюинг-менеджером, то есть менеджером, который помогает оформить моряков в рейс, да, ну или его ассистент. Какая у них средняя вилка зарплат? Ни одного офиса, если ты знаешь несколько офисов. Я скажу в целом по тем офисам, которые я знаю, по тем, что я наслышан, по вакансиям, которым я видел. Человек, который приходит без опыта, в большинстве случаев это будет ассистент крюинг-менеджера. На позицию operational менеджера его еще будет рано ставить, нужно набраться какого-то опыта. Зарплаты стартуют от 500 до $1000, в зависимости от списка ваших обязанностей. Имея какой-то опыт, опять же, без какого-либо морского бэкграунда, не беря во внимание топов, можно рассчитывать на зарплаты до 2000. Ну, 500 тысяч это мало, ну, как я думаю, на сегодняшний момент. Живя в любой стране, ну, Европы, да, в любой европейской стране, около 2000 это уже крюинг-менеджер, который обладает каким-то опытом. Да, это имея какой-никакой опыт, по крайней мере, работая в должности ассистента или менеджером на более низкой зарплате, набираясь опыта, за год вы сможете выйти на доход 2000. Некоторые компании, тоже крюинговые агентства, помогают сделать документы. Своим морякам именно они помогают сделать документы. На этом же тоже можно как-то заработать. Да, это один из способов заработка. Зачастую это тоже можно встретить исключительно в крюинговых компаниях, не в представительствах. Они предоставляют широкий спектр услуг по оформлению документов, начиная от простых сертификатов, медкомиссии, заканчивая рабочими документами. То есть можно полный спектр услуг получить, ну, в этом плане, в плане документов, можно получить в крюинговом агентстве. Да, я знаю на самом деле, что помимо крюинговых агентств очень много людей просто так этим занимаются. Да, есть специальные агенты. А есть официальные, там, например, не знаю, не буду говорить названия, которые официально работают у нас в Украине. Ты к ним приходишь, подаешь документы, и тебе делают то, что тебе надо. Да, иногда это бывает удобнее, быстрее, возможно, где-то по деньгам даже выгоднее, потому что вы сэкономите свое время, но зачастую это просто вы платите еще одну наценку, еще раз это повод снять с вас деньги. Ты вот как офисный работник, можешь мне сказать, есть ли коррупция в компании? Я тебе могу, как капитан на порту, сказать, что ее нет. У нас есть процедура, которая называется anti-bribery, anti-corruption и так далее. Да? Это на борту. Но я не знаю, как это в офисе. Абсолютно точно могу вам сказать, что как и на борту, так и в офисе у нас абсолютно нету коррупции, абсолютно желающий может податься как на кадетскую программу, так дальше расти по должности. Все зависит от вашего желания и умения. Здесь все очень строго, европейская политика, строгие правила, которых все придерживают.
Вот мне, кстати, очень много людей пишут в различных соцсетях комментарии типа, как к вам попадают там за деньги или нет. И даже некоторые родители кадетов говорят, давайте мы заплатим, чтобы вы взяли в рейс. Я говорю, вы не в ту компанию хотите попасть за деньги. И в принципе, я бы не советовал попадать, тем более кадетам за деньги. Это билет в один конец, в два конца точнее. Туда и очень быстро обратно. И обратно за свой счет. Да, и обратно, возможно, за свой счет. Поэтому старайтесь своими силами. Здесь отличная кадетская программа. У нас отличный офис. И я вообще не вижу никаких проблем. Вот то, сколько людей попадали на норму, все с всеми кадетами было нормально. Понятно, хорошо. Ну, окей, вот они все нам сделали, все оформили, контракт мы подписали. 1 месяц оклада отдали, все классно, едем на контракт. Вот часто люди, которые едут уже в дороге, беспокоили. Ну, могут там, допустим, что-то пошло не так. Вот часто такое бывает, что поднимают ночью, там самолет не улетел, самолет не прилетел, пароход ушел, что мне делать, я тут пропал. Вот такие ситуации у тебя вы были или нет? Да, за мой непродолжительный опыт работы на позиции operational manager я не раз сталкивался с такими ситуациями, когда меня беспокоили моряки и в нерабочее время, и в ночное время. Приходилось тут же решать эту ситуацию, быть на телефоне и следить за развитием ситуации до момента, пока они либо не сядут на пароход, либо их не встретит агент. Ты был кадетом, да, потом ты стал здесь третьим помощником. У тебя поменялась, соответственно, зарплата. Причем скачок от кадета до третьего помощника, скачок зарплаты, это самый, наверное, большой скачок зарплаты в жизни. Потому что ты там меняешь $600 сразу там на 4000, грубо говоря. Сразу на много процентов, там, в 6 раз возрастает зарплата. Как ты думаешь, будет ли хватать вот этой зарплаты, которая у тебя сейчас для комфортной жизни? Мое мнение, как и все, в принципе, все моряки, я уже заранее прочитал, куда я потрачу деньги. Для комфортной жизни однозначно будет хватать, с поправкой на то, что пока у меня нету семьи. В плане того, что у меня нету детей. Да, у меня есть отношения, у меня есть родители, однако даже с учетом этого зарплаты третьего помощника может хватать на достойную жизнь. И какие-то развлечения, возможность себя развить. Я понял, что ты разносторонний человек. У тебя есть штурманские навыки, да, есть электромеханические навыки, ты много чем занимаешься. А что еще вот ты умеешь? Там, может, языки какие-то знаешь, может, не знаю, трактор можешь починить. Ну, я имею в виду, кроме морских и офисных навыков, что-то еще умеешь или все, или этого хватает? Из творчества много в чем себя пробовал, как в музыке, играл на гитаре, съемки видео, тоже в свое время занимался ютубом. Последнее время из-за большой нагрузки от учебы, работы, к сожалению, вот эти вот все свои творческие зачатки пришлось отложить. В дальнейшем, возможно, да, я буду это развивать, в чем-то себя дальше пробовать, но пока работа, учеба занимает основное время. Насколько легко для тебя прошел период адаптации от должности к должности? Он прошел куда легче, чем мог бы быть, если бы я пришел бы в должности третьего помощника на другой пароход. Здесь как бы я уже знаю быт, знаю начальство, что может требовать, как лучше обратиться, знаю какие-то технические особенности парохода. Однако, когда ты становишься в должности, в офицерской должности, весь этот груз ответственности, он уже возлагается на тебя. И первое время, несмотря на то, что я уже привык к пароходу, полностью я был осведомлен о всех обязанностях, но именно эта ответственность, она как бы давала свою нагрузку. Поначалу приходилось тяжело, засиживался на овертаймах, все хотелось проконтролировать и ничего не забыть. Возложение этого груза ответственности, оно держит тебя в тонусе, и как бы к этому надо привыкнуть, потому что, в принципе, первый раз сталкиваешься с такой работой. Вот promotion all board, то есть повышение должности на борту судна во время контракта, по твоему мнению, лучше, чем когда бы ты просто приехал, был кадетом и приехал третьим помощником? Вот для адаптации. Да, однозначно это самый лучший вариант, и если есть такая возможность, ее нужно использовать. Какое вот самое большое заблуждение, по твоему мнению, у людей о жизни и работе моряков? Я считаю, сейчас у большинства людей, не связанных с морем, которые так или иначе знакомы с моряками, существует впечатление, что моряки — это очень богатые, обеспеченные люди, что зарплата здесь позволяет невероятную роскошь. Но по факту немножко все в жизни по-другому. Моряки
большинстве своем не ездят на последних моделях Mercedes или BMW. У всех семьи, у всех жены, дети, у жен есть свои родители, у моряков свои, это все требует вложений. И, как я замечаю по морякам, иногда деньги уходят не на какую-то роскошь, а элементарно на обеспечение себе подушки безопасности, потому что в наших современных реалиях ты не знаешь, что будет завтра, и себя нужно подстраховать. Да, потому что смотри, когда даже я учился, практически все думали, что поработаю 5 лет, куплю за эти 5 лет себе квартиру, машину и открою какой-то бар. Тоже не обязательно надо открыть салон красоты. И всю оставшуюся жизнь буду просто на эти деньги жить и ничем не буду беспокоиться. По факту же получается совсем другая история. Понимаешь, да, что вот есть люди, моряки, которые работают 20 лет в море, 30 лет в море, и они в долгах по тем или иным причинам. Сейчас эти причины более очевидны стали. Во-первых, все стало дороже, во-вторых, ситуация в целом мире, стала не очень стабильная. Но я согласен, что вот это вот у людей, которые думают, что моряки зарабатывают миллионы долларов, и что они думают, что вот это легкие деньги, на самом деле это нифига не легкие деньги. Это тяжелый труд, вдали от близких, часто долго, вдали от близких, часто на длительный срок и на большом расстоянии. По крайней мере, это честные деньги. Да. Здесь есть, конечно, можно заработать нечестные деньги, но в большинстве случаев моряки это честные люди, честные профессии, с тяжелой профессией. Ты сейчас работаешь третьим, стоишь вахты, с тобой как вахтенный, не знаю, помощник, да, ну как ассистент, да, ассистент, стоит также кадет, девушка. Как ты в принципе относишься я не говорю только про нее, а в принципе к тому, что мировой флот пополняется очень стремительно женщинами, женским полом, постоянно появляются все новые и новые работники, и тенденция ведет только к тому, что количество женщин будет возрастать на борту судов, не только пассажирского флота, но и торгового. Вы лично мнение. Женщина на торговом флоте — это, в принципе, понятие довольно новое, их не так много, и отношение к ним зачастую неоднозначное. По своему опыту работы с девушкой на борту у меня сформировалось мнение, что это абсолютно конкурентоспособная часть работников, которые могут в каком-то смысле дать даже фору мужчинам. Однако существует мнение, и я думаю, это все-таки правда, к женщинам относятся более лояльно, как на этапе трудоустройства, так и во время работы на борту, что создает некоторые неудобства для экипажа, поскольку мы знаем, здесь за каждой позицией отведен свой определенный список обязанностей. И если ей где-то будут давать поблажку, ссылаясь на какие-то ее личные требования, эту работу будет выполнять кто-то другой. Соответственно, у кого-то другого не будет соблюдены часы отдыха и тому подобное. Мое мнение, чтобы трудоустройство было бескомпромиссным, и на борту присутствовали настоящие специалисты, независимо от гендера. И от себя могу сказать, что, наверное, было бы лучше, чтобы было сформировано какое-то комьюнити женщин, чтобы можно было посылать на судно не одну женщину, а чтобы был какой-то минимальный процент экипажа женщин. Так будет комфортно как и самим девушкам, так, в принципе, и мужчинам. Это будет более естественно. Сейчас у нас в компании 10%, они стремятся к тому, чтобы было 10% из экипажа женщин. Я предлагаю, чтобы 10% было мужчин. Посмотрим тогда, как будут работать. Да, это было бы интересно. Я слышал, есть такие. 20 женщин и 2 мужика на пароходе. Мне кажется, что было бы очень интересно провести такой эксперимент. Ты как кадет, который полноценно прошел кадетскую программу, который получил промоушен на борту. Что ты можешь посоветовать молодым пацанам, таким же молодым, как и ты, чуть моложе, со своей стороны, с высоты своего опыта? В первую очередь, для быстрого продвижения в должности я советую идти исключительно на кадетскую программу, не выбирать должность матроса. Я понимаю, иногда это бывает привлекательно по зарплате, но стоит немножко подождать, и ваши возможности не будут куда выше, да и зарплата тоже гораздо будет отличаться в лучшую сторону. На борту для получения промоушена вы должны проявлять инициативу. У вас есть определенный свой список обязанностей как кадета, но он не дотягивает до обязанностей помощника. Берите на себя инициативу, выпрашивайте работу, проявляйте активность, и вас заметят и наградят. Спасибо тебе. Спасибо за интервью. Очень было интересно.
Со своей стороны хочу вас поблагодарить за предоставленную возможность. Это интересный опыт. Всегда хотелось принять участие в подобного рода видео, интервью. Позапис, да. Рад за возможность работать с вами. Нормально, что скажешь? Да, отлично. Не занудно отвечал? Не так набит глаз. Не так набит глаз. Это выречу, это не надо.